Нифига себе, ювелирный магазин кто-то вскрывал. Побитые стекла. Лада выиграла квартиру во Франции. Класс. Такое испытание, конечно, не для моих лет. Я начал понимать, зачем вообще придумано окно. Это реально было подземелье какое-то? Да, это бомбоубежище. Там они тут по всей Швейцарии. Они долго, Швейцария мусолила, рассматривала этот закон, но с ноября месяца его утвердили. Никогда стоял уже возле Днестра, то есть там ягоза такая метровая накручена. Там еще проволока. Да. И как ты ее... Что потом молдовские прикордонники сказали, а зачем она? Вот это я познакомился на курсах с одним хлопцем, ему 25 лет. Он форсировал Днепр, выходил через Беларусь. 7 часов утра мы в городе Фридрихсхафен на берегу Бодзуского озера. У нас здесь пересадка на поезд до Базеля. А Базель находится в Швейцарии. Холодно, сыро, спать хочется. Зима все-таки. В Базеле мы хотим встретиться с одним человеком. Это давний мой друг, и он расскажет нам свою историю, как он попал в Швейцарию, как он вообще вышел из Украины, о том, как он сейчас живет. И еще мы проведем сегодняшнюю ночь во Франции. Мы подъезжаем к Базелю, но вот пока он не выглядит крупным городом, хотя здесь живет 178 тысяч человек и несколько очень крупных фармацевтических компаний здесь находятся. Считается, что Базель очень богатый город. У них ВВП на душу населения один из самых больших в Швейцарии. Ну вот сейчас и посмотрим. Ну, здравствуй, Базель! Базель Бад Банхоф. Кстати, доехали мы сюда по Deutschland-тикету. Дальше ехать по нему нельзя, а сюда можно. И отсюда тоже назад можно поехать по Deutschland-тикету без проблем. Большой очень вокзал в Базеле. И когда мы подъезжали, я видел там много высотных домов, что отличает Базель по внешнему виду сразу от немецких городов. Немножко по-другому все-таки. Сейчас посмотрим с внешней стороны, как выглядит вокзал. Я уже смотрю, колонны такие, как древние римские. Но скорая помощь такая же громкая или не такая? Такая. Вот в Германии они просто уши рвут, и здесь тоже. Ух ты, посмотри, какой вокзал в римском стиле, с колоннами, монументальный такой, смотри, и эти обнаженные статуи там. Это так, чтобы ты приехал и сразу впечатлился. Да, и сразу понял, мы приехали в богатый город. Серега, сколько лет, сколько здесь? Guten Tag, my little Привет! Привет вам. Привет! Здесь у нас традиция встречаться раз в 17 лет. Точно, ты посчитал, да? А я сейчас сидел в поезде и думал, а как же долго мы не виделись? Думаю, то ли 17, то ли 18 лет. Ты в Базеле часто бываешь вообще? Ну, так раз в неделю где-то получается. По делам, да? Ну, то по делам, то с ребенком езжу гулять там. То есть это получается твой административный центр, да? Это это уже другой кантон. А, другой кантон? Да, я живу на окраине кантона Аграу. И ты решаешь свои административные дела где-то в другом городе, да? Да, этот город за 50 с чем-то километров, город Арау. И я туда езжу на шпрах-курсы каждый день. Где-то около 3 часов, 4 я трачу просто на дорогу. Так, дочь же учу на интенсиве, только от этого толка мало, потому что, знаешь, курс идет 6 недель, и за урок там
15 минут ты учишь время, 15 минут какая сейчас погода, 15 минут там как пройти в библиотеку. Слушай, ну это нереально. Ну да, то, что там ты, может, что-то поймешь на этом уроке, да, но чтобы оно отложилось в голову, это совершенно другая история. Язык учат вообще по 5 лет, 10 лет, знаешь, и так, чтобы нормально. Вот мы, допустим, 2 года учим и учим еще. В Базеле есть несколько разных частей. Есть швейцарская часть. Швейцарская, французская и немецкая. Да. Я читал, вокзал относится к немецкой части. Да, значит, это Германия еще. И у нас такое впечатление про Германию было, когда мы приехали сюда. Люди очень улыбчивые, доброжелательные, все нам пытались помочь. И я думал, в Швейцарии, наверное, точно так же. Но тут точно так же было в начале войны. Ясно. То есть, да, люди приезжали, им давали статусы там буквально через 2 недели там, или через неделю. Помогали с трудоустройством, то есть семьи брали к себе жить людей. А сейчас дуже тяжко. То есть сейчас люди... Поменялось отношение. Да, сейчас люди ждут статусы очень долго, там полгода, 8 месяцев, то есть до года, то есть, ну так. Ничего себе, это очень долго. Ну и Германия, плюс, да, плюс гораздо вот это быстрее. все распределение, где ты живешь, где ты это все ждешь. Не для мужчины в 42 года. Ну, я согласен. Вообще менять в взрослом возрасте страну проживания, да, свои как- привычки. это- Да, совершенно верно. Я помню, мы с тобой хорошо так работали вместе. Но двері ти так і не И зробив. так и не зробив. Кстати, я не рассказал зрителям, мы с тобой коллеги и одно время работали на одном и том же частном маленьком предприятии. Да? И когда я ушел с этого предприятия, то я не доделал там один заказ, это был столярный заказ, и двери я так и не зробив. Начальник предприятия мне это долго вспоминал. А там, где ты живешь, там крупный город, там Ну, есть... это поселок Кайзерауст, это даже городом сложно назвать. То есть, ну, Рейнфельден, ну, они все тут миниатюрные, такие, как в Германии. Тут тоже то же самое. А что у тебя за жилье и работа? Что Ой, с работой? жилье мое. Короче, 7 месяцев я прожил в бункере, пока ждал вот эти статусы там и тому подобное. Такое испытание, конечно, ой, не для моих лет. Я начал понимать, зачем вообще придумано окно. Это реально было подземелье какое-то? Да, это бомбоубежище, там они тут по всей Швейцарии. И это было переоборудовано в общежитие какое-то, да? Ну да, в общежитии там жило около 100 человек, то есть ну, интернациональная сборная вся. Ничего себе, 100 человек-то много. Афганцы, индусы, Африка. И сколько ты там был в лагере? 7 месяцев вот этого бункера, то есть у меня вообще было, мне изначально там отказали со статусом. У меня была канадская виза в паспорте. Ну, в 23-м году. А, ты был в Канаде? Не, я не был в Канаде, их просто раздавали, эти канадские визы, в 23-м году налево и направо. Ну, бесплатно, во Львове. Ну и я же тоже захотел канадскую визу. У меня была апелляция, то есть по вот этой канадской визе, там, ну я не знаю, мне, наверное, из-за того статус дали, что у меня тут ребенок и супруга, то есть они уехали сразу в начале войны. Вот почему ты в Швейцарии оказался. Да, а так хз, а так могли и завернуть. Вообще куда-нибудь отфутболить. Почему ты не живешь сейчас со своей супругой, с ребенком? Ich bin geschieden, я в разводе. Гешиду, du bist ledig, ja? Я. Ясно. А так тоже по поводу вот этих статусов, ну никто не говорит, что повторный статус защиты тебе в другой стране уже не светит. Не светит. А ты получал статус в Румынии, да? Я получал в Молдове, но я его там и закрыл. И они Молдову как-то вообще как страну не воспринимают. Ну, она же не в Евросоюзе, поэтому... Не. Вот у меня в Берне, когда я приехал, было интервью. Мне там, я не знаю, как его назвать, какой-то там детектив. Задавал вопрос, типа там я брал где-то там временную защиту в странах Евросоюза. Ага. Я говорю, ничего не брал. Ну все. Есть такие пассажиры, которые приезжают там с 2 паспортами за гран. Один паспорт типа у него чистенький, прекрасный, а второго нет. В посольстве говорят, что если вы брали где-то временную защиту, говорите сразу, потому что мы все это вычислим потом. Все ж морозятся
что никто там ничего не делал. Ну а в результате что? В результате они там сидят, ждут в бункере тоже вот так вот по 5 месяцев. А те вычисляют. А те вычисляют, и приходит бумага, там в Италии видно жительство, там или в Чехии, то есть, ну... Швейцария занимается этим вопросом сильнее, чем Германия. Я слышал, Швейцария даже объявила некоторые области Украины безопасными, оттуда вообще не принимают. Вот, кстати, по поводу этого, вот это я познакомился на курсах с одним хлопцем, ему 25 лет. Он форсировал Днепр, выходил через Белоруссию. О, ничего себе. Да, а сам він з Западенщини. І він приїхав от, буквально в середині ноября, йому отказали в статусі, ну, тому що Родом из... він не в зоні бойових дій проживає. То есть они долго, Швейцария мусолила, рассматривала этот закон, но с ноября месяца его утвердили. Ясно. Ну тогда можно ехать в Германию. Так что да. В Германии тут пока такого закона нету. Слушай, а что насчет выплат? Когда тебе дали уже статус, тебе назначили какие-то выплаты? Сюда пойдем, да? Ну да. Виталя, тут все индивидуально, то есть каждый кантон, каждый город, у каждого там свои выплаты. То есть, ну, у меня выплаты 430 франков были. В других городах там моим знакомым платили по 280 франков. То есть про Цюрих я слышал такие легенды, что там люди и по 700, и по 800 получают. Такой разброс получается. Я не большой. знаю, насколько вот это насчет Цюриха правда, ну... Ну ясно. есть- Германия уравниловка намного Тут, серьезнее. знаешь, вот эти все знания собираются по крупицам, там, и то непонятно, там, это правда, это неправда. То Но есть, тем более нашим зрителям будет интересно, то есть они будут знать, если ты приезжаешь в Швейцарию, то получить здесь статус очень сложно, всё уже проверяют. да. И платить еще будут под вопросом, могут и 200, сколько ты говоришь, 280? 280, да. Я живу просто рядом с Германией, с Райнфельденом. Я постоянно езжу туда покупать там продукты питания. Если бы я жил где-то там в середине Швейцарии, и мне платили 280 франков, тут пачка мивины 2 франка стоит, я не знаю, и на мивину бы не хватило на Ну, это. ты видишь реальную разницу в ценах на продукты. Насколько? В 2 раза здесь дороже в Швейцарии, чем в Ну, Германии? смотря что, по мясу, конечно, разница хорошая. То есть где-то это в 50%, иногда даже, когда там скидки больше. Ну, по таким продуктам где-то процентов 30. Помидоры здесь, в Швейцарии, стоят в районе 5. 5, 4, 50, где-то так. Ничего себе, это дорого. Да, в Германии они стоят 2. То есть, ну, вот где-то Да, есть где-то вот такое. так. Ты мне говорил, ты даже успел тут поработать за то время, пока... Да, успел поработать, заработать невралгию. Сейчас хожу на физиопроцедуры. Ну, вроде уже, слава богу, норм. Ничего себе, работа тебе досталась. Где? Да, я работал в теплицах. Там, ну, занимались там сборкой редиса, салатов разных. Ну, короче, там сумасшедшая нагрузка идет на спину. Как-то в один прекрасный момент я понял, что у меня левая стопа просто-напросто вот так вот болтается. Я, знаешь, Отнимается, да? да. Ничего себе, вот это да. Ну. Да. Когда мы с тобой работали вместе, у нас сил было гораздо больше, хотя мы с тобой тяжелую работу выполняли. Я ж тоже думал, что я еще молодой. 42 такой дурной возраст. И знаешь, вроде ты и молодой, а вроде уже и не. Ну да, То есть- согласен с тобой. И ящики уже тягать, то есть не. Срок гарантии уже истекает, Ну да, организма, да, уже да. нужно его как-нибудь... Ну и что? ремонтировать. Я там поработал на этих теплицах 2 месяца. Потом физиотерапевт мне сказал, если хочешь выехать с теплиц на инвалидной коляске, работай дальше. Ух, ничего себе. Если не, ищи новую работу. Как ты тут с врачами общаешься? Тебе сложно, как и нам, Виталий, да? я думаю, что медицинская вот эта вся система, что в Швейцарии, что в Германии, она одинаковая. Ты, наверное, сталкиваешься с теми же Ну да. самыми проблемами, что и я. Схватила спину, что-то у меня, я помню, выписали мне термин через 3 недели.
Ну, короче, за 3 недели она сама и прошла. Отлично, можно возвращаться, но лучше не надо. Да. А какие-то еще варианты работы есть там, где ты живешь? И почему ты живешь именно там? Ты нашел там какое-то жилье после лагеря? Я там живу из-за того, что у меня там живет ребенок. А, все. То есть, То есть ты развелся со своей женой, но ты рядом с ними живешь, да, получается? ну да, да, да. А вот эта семейная драма, это так, трагедия, о которой ты не хочешь говорить, или хотя бы намекнешь? Так, а что В чем? говорить, это классика. Тут, я не знаю, я в Базеле был в одной церкви, встреча украинцев была. Ага. Пошли туда. Туда, ну давай, туда. Да, нам, по-моему, туда. Да, попал я на эту встречу украинцев тут в одной церкви. Ну и разговорился, что же так с нашими. Но оказывается, тут 80% все в разводе. А получается это из-за того, что женщины наши повыезжали раньше, да? Совершенно верно. То есть мужчин не выпускают, и поэтому женщины живут одни годами, а потом, ну, естественным образом, то ли находят кого-то, то ли меняются сами внутренне, да, типа Наверное, уже больше второе, хотя первое тоже. не буду докапываться, но, в общем, ты приехал и выяснил... То мы бутылку вискаря с тобой возьмем, я тебе расскажу. Да. Ну, ты мне говорил, в какой-то момент у тебя настало такое состояние, когда ты захотел вернуться в Украину, прям У меня уехать. до сих пор это состояние, но у меня с первого дня пребывания в Швейцарии. Серьезно? Вот так Да. тебе не зашло? Вообще. Но это связано с тем, что у тебя семейные дела не сложились? Или это прям Швейцария тогда? Ну, это все так вот в одной пачке. То есть вот это жизнью я назвать не могу. Я могу это сказать 1,5 года скитаний. Я когда пересек кордон, я поехал вначале в Чехию. У меня там живет друг, я пожил там неделю. Ну и как, вот по поводу работы, что-то вышел, я помню, с магазина, там стою, что в телефоне клацаю, заполнил какую-то анкету по работе. У меня через 3 часа уже там в Вайбере, я не знаю, штук 5 предложений. К вечеру уже, наверное, их было 15. И звонят, ну, с заводов, с вот этих всех конвейеров, фабрик, то есть я был... Уехал в Швейцарию, у меня звонки продолжались еще, наверное, с месяц. Так тогда тебе стоит вернуться в Чехию, может быть? Или тебе уже не дадут Мне там? уже не дадут. А, Это вот ж в чем проблема. лотерея, билет в один конец. Да, да, да. У меня кум, он уехал в Польшу с женой. То есть они приехали, они получили там статус УКР, там все прекрасно сразу. И они сразу сняли квартиру. То есть там таких в Польше таких приколов нет, как здесь, по поводу аренды жилья. Тут Ну ти да. должен поработати год, щоб ти був, як кажуть, ото фінансово спроможний оплачувати свою квартиру. Ну да. Да. Иначе тебе не сдадут. А так, просто. да, а так ты тут приезжаешь, указываешь там о своих доходах, что у тебя их нет. Не, если у тебя они есть, то ты указываешь, что у тебя они есть. Да, да. Да, и ты там, тебе расписывают твои доходы, там, ну, как ту же самую там социальную допомогу. Такие, как я, должны искать работу, проработать год, а потом только будет, Можешь потом только снимать, можешь да, снимать жилье. Легко ли найти квартиру? в Вот Швейцарии? это я да, тоже хотел сказать, что с квартирами тоже тут проблематично все. Тут не ты ищешь квартиру, а квартира ищет тебя. Да, я слышал об этом. Ну так и в Германии, в больших городах, ты приходишь на просмотр квартиры и не ты смотришь, ну ты как бы смотришь, но хозяин смотрит на тебя, а потом говорит, я вам перезвоню, если вы мне подходите, да? Типа, Да. Ну, либо помогают какие-то там социальные службы, либо волонтерские фонды искать тебе жилье. Только так. То же самое и с работой. Скажем, вот эти все резюме, которые ты там будешь писать там сотнями штук, это все, знаешь, ну, хорошо, когда за тебя там замолвит какой-то там волонтерский фонд слова там или какой-то швейцарец. Да, но это другое дело.
Ван Гог, во. Ван Гог и Мане, вот в этом музее, да? Да. Ничего себе. Ты что? Вообще, перед тем, как ехать сюда, в Базель почитал, здесь, оказывается, жил Фридрих Ницше. Да. И в детские годы здесь жил Карл Юнг. Да. Вообще выдающийся город. Ленин жил в Цюрихе, насколько я знаю. Ну ты не в восторге от этой всей архитектуры, от этой всей красоты? Понимаешь, прикольно, но в Праге мне намного больше понравилось. Ну да, Прага очень красивая, мне тоже были. Ну это вообще. В Бургер Кинге мы решили купить еду, заказали и дали им 50 евро, ну, евро, а нам дали сдачи франков, 20 с чем-то франков. Блин, теперь делать с этими франками? В общем, мы зашли в Бургер Кинг. И это все стоило нам сколько? 23 евро. Вот смотрите, вот такой маленький подносик, 23 евро. Мы зашли в дорогое кафе. Ну, То есть в 2 раза дороже, чем в Германии. реально в Швейцарии дороже. Да. 4,40 стоит капучино, а в Германии 3,60. И здесь, ну это еще в швейцарских 3,40. франках. Этот стоит 3,40, а в Германии мы за сколько? За 3,20, да, но это в швейцарских В франках. Германии мы такой покупали за 2 евро. А, за 2 с чем-то даже, да. Но мы сейчас хотим у Сереги узнать не как он на Майорке отдыхал, а как он выбрался вообще из Украины, потому что это просто такой квест. Я уже говорил, многие люди хотят уехать, но сидят там заперти и не знают, как вообще дальше быть. В Украине сейчас такая ситуация сложилась, кроме того, что сейчас блэкауты, подключали отопление, магазины не работают частично, проблемы вообще жить просто, лифты не работают, холодно. Гуманитарная катастрофа. И еще мужчины не могут выйти из дому, потому что на них охотятся прям. Ну прям вот ТЦК сейчас вообще свирепствует просто, ездит. Любой бы мужик на твоем месте хотел бы сейчас оказаться. С гамбургером за 2,40 Да, франков. да. Где-нибудь в Швейцарию, в Базеле, да. Так что ощути себя счастливым и расскажи, как тебе это удалось. С начала войны, как только моя жена уехала, то есть у меня тоже был, я преследовал эту цель. Тоже уехать. Но все что-то там, какие-то суммы такие заоблачные там задвигали. Там. Ну, начиналось все еще там начало войны, это было там 2,5, то есть 3. На следующий год 8, потом, ну, во-первых, у меня и денег таких не было. И даже если бы они были, я никогда бы не давал бы там на вот эти вот разные коррупционные там Ну да. истории, да. И там никакой гарантии причем. Да, предыстория. Короче, на доуме у меня на это все там один мой друг, он сейчас в США. Я узнал об этом, что он вышел в марте. Я ж позвонил там, спросил там, что, как, сколько денег. Да не сколько денег. Говорю, то такого не бывает, не сколько денег. Ну вот представь себе, не сколько денег. Говорю, так а как? Ну как, типа он Молдова, он Днестр. И рассказал тебе, где именно, да? Не. Я у него спрашивал, говорю, так а где, как? Он говорит, каждый типа делает свой маршрут индивидуально, то есть делай тоже. Ну, Просто что там, берешь, плюс- изучаешь карты, да, или как? изучаешь карты, там, плюс в Ютубе там есть канал, куча информации по вот этим там переплывам и тому подобное. Начал изучать вот эту информацию, что надо, там гидрокостюмы, там как оно, куда. Долго я к этому шел, где-то в течение полгода. То есть, ну, оно То есть ты целое лето готовился и решился только осенью, да? я скажу так, что у меня было на родине много работы, и я не знаю, я бы не хотел бы, возможно, там, ну, в результате ты сам знаешь, что началось и тому подобное.
Это тебя подтолкнуло, ты Ну, решил подтолкнуло. ноябрь то, так что- ноябрь, Да, да? то, что и семья здесь, да, ноябрь так, вернее, я в октябре, в ноябре я в Швейцарию заехал, а в октябре это в уже октябре. был крайний срок, потому что я смотрю с окна, то на деревьях листики уже все осыпаются, Ну да. я думаю, если не сейчас, то никогда. То есть сам маршрут я сделал, ну как, я то карты плюс-минус там изучал, но сам маршрут я сделал уже там, знаешь, вот именно в то утро, когда я стартовал. Принимал решение. Мне да, как-то, знаешь, я вот открыл карту, положил ее на стол и думаю, так, вот так, вот так, эта точка, сколько тут, 30 километров, все, получится, не получится, то есть такое. Да, и поехал, то есть. Ты был один вообще, то есть ни напарника у тебя, никого? Не-не-не, я никогда вот это не понимал. В чем прикол напарника? В чем прикол напарника и в чем прикол, вот, когда люди там, читаешь новости, там 5 человек хотело перетынать кордон, там их поймали, там 4 человека, естественно, вас поймают, потому что, ну, вас банда, вас видно там невооруженным глазом. Да, ну и как, и в один день я встал, что-то у меня уже был билет с Винницы там до определенной точки там доехать. Я что-то как-то проснулся, думаю, ладно, хер с ним, с этим билетом, не сегодня. Завтра уже. И лег дальше спать. На следующий день сейчас проснулся. Ну что, надо стартовать. За рюкзак, пошел на вокзал, купил билет. Ну, как-то я слышал, что 30-километровая зона, типа, приграничная, она контролируется, да. Ну, я когда на автобусе ехал до вот этого поселка, я не знаю, ну, по людям, знаешь, вот видно, что люди другие, внешне другие, чуть-чуть. И водила автобуса на меня так, знаешь, он со всеми попрощался там, а на меня он так как-то косо посмотрел. Не свой, да? Да, не свой. Ну ты напрягся, да, уже тогда. Ну, чуть-чуть напрягся, мне там тогда уже до границы оставалось где-то около 20 километров, я вот пешочком над дорогой пошел. Помню, что ехала попутка какая-то, вот так вот тормознул, подвезете там до того села. Гаразд, поїхали. А тобі там куди? Та у мене там кумажі живе там і тому подобне. Ну и плюс... С рюкзаком, с гидрокостюмом. Не, да. Ну и плюс разговоры про власть, так меня с водителем сделали друзьями через минуту Я буквально. понял. То есть он догадался, куда ты движешься, да? Ну, я не знаю, может догадался, может не. Ну, в результате у меня было таких 3 попутки, что вот он так вот меня подвозил. Короче, где-то у меня на часах молдовское время появилось где-то 11:30 ночи. Ага, то есть ты целый утром встал в Виннице и Да, пол-12 ночи ты целый день у меня добрался. был. Это уже октябрь, уже темно было Да, уже, да, это ничего не видно абсолютно. И ты шел по навигатору, да? Я шел по навигатору, да. Самое вот это вот, что сделало мне подножку, это в самом конце маршрута. То, что я считал, что это какая-то лесополоса там в 400 метров. Это оказалась гора со спуском где-то там в 30, с уклоном 30 градусов. Перед рекой, да? И это не то, что гора, это просто, знаешь, что такие все заросшие там и на карачках. Ну, то есть наверх я по ней уже не поднялся назад. Короче, спустился я, дивлюсь, место. Большая река вообще в том месте? Сколько? Как райн вот здесь, Да? 200 метров. О, ничего себе. А течение такое же? Нет, течение... Течение поменьше, да? Да. То есть Ноябрь. октябрь. А температура была 5 градусов. 5 градусов, плюс 5. Да, ну и что, я же там готовился, там же, чтобы надеть гидрокостюм, надо вот эта мыльная вода, да, потому что так, Он не налазит, он так плотный не очень, да? налазит. Ну и, короче, пока я спускался с этой горы, я потерял эту воду. Да. Пришлось натягивать гидрокостюм. Пришел, да, пришлось без вазелина, як кажуть. И когда стоял уже возле Днестра, то есть там ягоза такая метровая накручена. А, там еще проволока Да, эта, да. И как ты ее... Что потом молдовские прикордонники сказали, а зачем она там? Я же говорю, не знаю, может с вашей молдовской стороны кто-то будет бежать так. Что я подошел, тоже темнота, и вот, как кажут, у страха глаза велики, мне показалось, что какая-то как лодка типа так подплывает, а я уже практически одеваюсь, переодеваюсь, и я обратно в лес только, бабах.
убежал там метров на 10. Слышу, в лесу бегают кабаны. Не бегают так, ну, бегают, Тупотят. хрюкают, тупотят. И вот, наверное, вот это благодаря вот этим кабанам, что я столько тоже шума создавал там с вот этими там переодеваниями, пакованиями рюкзака, то есть на меня не обратили внимания. А кто-то был рядом, да? И вот смотри, я перелез через вот эту ягозу, там уже, когда там низ гидрокостюма я потерял, только вверх я плыл. Но оно все на адреналине, и бутылка коньяка была влита по... У тебя с собой была бутылка коньяка? Ну, по ходу экспедиции, да. То есть Ну да, я представляю себе стресс, конечно, без коньяка. стресс это там был. был шикарный, да. То есть И подожди, то есть ты без штанов гидрокостюма, Без, да, просто только вот верх. верхнюю штуку. Это ты потерял или просто потерял, не смог одеть? потерял. Я когда вот уж мне померещилось там, что какая-то лодка, я вот уж под руками взял и погнал. Потом я вроде вернулся на то место, там, где должны были мои штаны лежать, их уже там все. Уже нема. Либо я куда-то не туда. Может, не туда зашел, потому что кто да. мог забрать? Потому там, что, да, ну, как бы да. Ну и Ладно, шо? какая водичка была, ты оценил? Водичка была прекрасная. Да? То есть, да. Освежающая. Ты, наверное, протрезвел моментально. Не холодная вода. Я тоже рассчитывал на то, что вода будет ледяная. То есть все говорили, что Днестр типа мега холодная река там и тому подобное. Вода была хорошая. Да, правда невкусная. А еще один момент. Рюкзак за спиной или в руках? Как надо плыть? Вот сейчас я расскажу про этот момент. Короче, все там вот эти вот наставления ютубовские говорили про то, что покупайте мусорные пакеты и ложите рюкзак в мусорный пакет и обматывайте веревкой, и веревкой, типа, чтобы рюкзак плыл. И он плывет за тобой, да? Он плывет за тобой, да. Но я пока перелазил через вот эту вот ягозу, Я понял, порвал все. короче, я не видел этого. Ну, оказывается, что трошки порвал, да, вот эти мусорные пакеты. В общем, в Днестр я зашел, на спинку лег и в ластах потихоньку поплыл, там, чтобы не создавать там лишних каких-то там звуков и тому подобное. Да, уже там подплывая к тому берегу, я так голову повернул, смотрю, мне тут остается здесь 10-15 метров. Думаю, ну ладно, уже можно баттерфляем, раз все прекрасно. Ага. Только я начал руками плескать, такой на меня луч, я поворачиваюсь, у меня, вот знаешь, как будто какая-то опять лодка ко мне подплывает уже только. Я думаю, ну все, пиздец, приплыли, блядь. Ага. В результате погранцы лупили с нашей стороны. Да, что? То есть они тебя все-таки засекли из того берега, да? Засекли, да. Ну, вот я так понимаю, что я попал тогда, что у них, наверное, была, может, какая-то пересменка, может, хер его знает. То есть тут элемент везения очень большой. Это пиздец просто, это, блядь, це Господь допоміг, то як кажуть. Не як кажуть, а так оно і було. Ну и как рюкзак твой промок? Ну и что, я ж, да, там ласты бросаются сразу в воду, там, я ж хватаю рюкзак в надежде, что сейчас я на рюкзак, который весил 5 килограмм, что там 6, начал весить 26. То есть там Все вещи все промокли. полностью промокло. Блин, А всё. документы, паспорта Документы, паспорта, я под гидрокостюм там замотал? полиэтилен заматывал, все нормально. Да. Ну и что, я ж, насколько там наслышан, что наши пограничники могут даже там на территории Молдовы ловить. Я ж хватаю цей рюкзак, поднимаюсь уже там на молдовскую территорию, там спаханное поле какое-то, с вот этими жестюками, что там, знаешь, вот с земли, блин. И я босиком километра полтора, наверное, вот так вот давай текать. Так подожди, а они на лодке сели, пытались тебя преследовать? Не, это просто такое Я было. понял, ощущение такое, да? Ощущение, да. Добежал там куда-то, короче, шел, потом до деревни, там 3,5 километра. Весь в грязи, помню, пришел, весь мокрый. Короче, если бы не гидрокостюм, пятерка, что у меня был, промокшие вещи, плюс 5 на улице тогда было, я не знаю. Ну, воспаление это было, это 100%. Посчастливилось, ехала какая-то машина, я остановил, говорю, типа, где тут погранзастава какая-то. Она говорит, погранзаставы нема, типа, я пограничник, я сейчас вызову наряд. Ну, приехал наряд, мы там поехали, пофотографировали
мои некоторые вещи, которые там остались. То есть вы вернулись Да. на берег, да? Да, при перетину кордона. Мгм. Ну, такая процедура просто-напросто. Меня эти все 1,5 часа, пока мы ездили, они склоняли к тому, сколько я заплатил денег и кому. Ага. То есть там, А зачем им это интересно? ну, потому что если ты там кому-то платишь, это уже там другая, Это криминал уже, да, это уже криминальная ответственность. И люди, которые вот признавались, они с Молдовы потом не могли выехать очень-очень долго. Привезли меня в полицейский участок. Не, вначале был еще потом допрос с начальником погранзаставы. Тоже где-то 1,5 часа такой из пустого в порожнее. Кому платил и тому подобное. Ну, в результате меня отвезли в какой-то полицейский участок. Пока там делали документы, я там прожил 3 дня. А потом, как и всех, ну, кого на Бельцы, кого-то еще в какой-то другой город, на миграционную службу, там закрывать статус временной защиты и на все 4 стороны. То есть, ну, там познакомился в участке тоже с одним интересным хлопцем с Могилева-Подольска. Так он форсировал Днестр на гидротяге. Как мотор какой-то, как Электро, ну, да? тяга такая, да, там на 2. Все, понял. В руках держишь, Да, оно тебя да, за собой тянет. Ну, тоже интересно. Но оно шумное, нет? Ну, она шумная, но оно быстрое, да? Он, поскольку местный там, Знал, где можно лучше. он постоянно ходил, там мне рассказывал, я гулял там под берегом, говорит, ну и в результате только туман, скажет, я за него и не вперед. Однажды на прогулке называется. Да. Поясни мені, друже, поясни, як це трапилося з нами навесні. Ми стояли за волю, країну мрій, і своїми руками задушили її. Поясни мені, друже, розкажи, чи завжди так буває на війні, що полюють свої на своїх та шанують мертвих, а не живих. Поясни мені, поясни, чому люди стають як звірі, чи настане в країні мир, бо вже не вірю, я вже не вірю. Нифига себе, ювелирный магазин кто-то вскрывал. Посмотрите, побитые стекла. А здесь, видимо, всю ночь лежат вот так драгоценности. Кто-то трощил, хотел украсть. Первый раз такое вижу. Часы продаются. Кто-то хотел ограбить магазин. Вот тебе и Швейцария. Ich kann probieren? Ja, klar. Ja? Gratis. Gratis? Danke schön. Серега нам рассказывал, что здесь часто раздают такие вот какие-то напитки на халяву. И он говорит, что иногда, проходя через вокзал, у него набивался полный рюкзак всякой кока-колы. Вот нам дали чай с кофеином, холодный чай с кофеином. Просто так, гратис. Девушки стоят, там раздают. Классно. Итак, мы в Швейцарии. Стоим, ждем свою очередь купить билета. Наш номерок скоро будет. Подойдем к какой-то стойке. Но пока мы ждем, я увидел швейцарские часы. Продаются прямо здесь, на вокзале. И цены, посмотрите. Вот эти большущие часы стоят 219 франков. Вот эти часы поменьше, они стоят 500 франков. Следующие 260 франков, потом тоже 260 франков. Ну и все такие в основном цены, видите? Часики не дешевые. В результате наших манипуляций с покупками билетов мы купили такие дневные билеты
сегодня с 3 часов дня до завтрашнего 3 часов до обеда мы можем гонять по всему Базелю, по всем 3 зонам. 3 зоны: немецкая, французская, еще какая? Французская. И швейцарская. Немецкая, французская и швейцарская. Вот. По 11 евро для Лады билет для меня, а Сереге почему-то продали за 13 евро. Хотя у него абонентская карта швейцарская. Это вообще непонятно. Я думаю, из-за того, что я еду сегодня, а вы завтра. А, он возвращается сегодня назад. Ему дороже из-за этого. Получается, нет, какая разница? Слышь, лучше бы ты до завтра купил. И причем мы можем ехать на любом транспорте, на трамвае, на автобусе или на поезде. Но мы выяснили, сколько стоит аналог Deutschland Ticket в Швейцарии. То есть билета проездного, по которому можно ездить на всем общественном транспорте по всей Германии. Который в Германии стоит 63 евро. Лад, сколько в Швейцарии стоит такой билет? 1400 Швейцарских швейцарских франков. Это просто невероятная сумма. Представьте, какая разница. В Германии 63 евро, а в Швейцарии 1400 швейцарских франков. Это какой-то бред, я не знаю, покупает кто-то такие билеты или Кто нет? может себе Пишите, это может вообще кто-то позволить? покупает? Так, какой-то старинный поезд. Мне кажется. Onun anasını sikerim, onun içinden geçerim. Amına kodum çocuğu. Eğer Мы сели в поезд, который выглядит как старинный. Такие лампочки в нем, шторки такие старые какие-то висят. Сиденья, посмотрите какие. Но, в общем-то, столик откидывается, удобно. Этот поезд едет на Страсбург, во Францию. И интересно, что немецкая программа DB Navigator прекрасно ориентируется в этом маршруте. Вот нам выходить буквально через 10 минут. Возможно, это французский поезд сам по себе. Ну, скрипучий такой. И сиденья такие мощные. Посмотрите. Я таких не видел в Германии ни разу. Окна только грязные какие-то. И, наверное, они не вымываются вообще. Вот это двери. Надо теперь как-то самому их открывать, что ли? Тут кнопки нету, да? А если мы не сможем открыть? Тут нарисовано. Да, наверное, вот так вот надо повернуть. К черту дверь. Ну-ка. О, у меня получилось. Ты шо, ладно. А если бы мы не повернули эту ручку? Закрыть надо, не? Вообще, какая-то Слышишь? первобытная система. На французском говорят. Numéro 96 228 à destination de Strasbourg va partir. Ты Prenez слышишь? garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. 10 минут и мы во Франции, елы-палы. Тут уже совсем другие люди живут. Покорять Францию. Такой уже дух, знаешь, такой повеял вольный, не? Да. Серега, тебе недалеко переехать во Францию. Можешь тут абонжуриться. Дух Макрона. Да, поезд, конечно, ну реально грязный, окна грязные. В Германии такого не допускают. Вояж, да. Поехал на Страсбург, в столицу европейскую. Сент-Луис. Лада, ты посмотри, здесь есть то, чего нету ни на одной немецкой станции. Зал ожидания на платформе. Тут же для людей. Ну, теплый зал ожидания. Лавочки стоят. Закрывается помещение. Вон кто-то сидит. Вот наш дом, в котором мы сняли на Airbnb квартирку, где-то наверху. С хорошим видом, кстати. Наверное, видно ту сторону. Там вообще прекрасный вид был на фотографии. Сейчас мы это все проверим. Каждый раз, когда мы заходим в новую квартиру, это прям целый квест. Задание с поиском ключа всегда очень сложное. Ты должен найти, где коробочка, потом ввести код, еще не сразу открывается. Мы должны были повертеть, покрутить что-то такое, чтобы извлечь эти ключи. А теперь мы должны сесть на лифт, наконец подняться на этаж. Ключи у нас есть.
И, надеюсь, сейчас мы окажемся в такой квартире, как было нарисовано. Эй, езжай вниз давай. О, едет. Лада выиграла квартиру во Франции. Класс. О, да ты что? Реал. Квартира с кроватью, с телевизором и с видом. С видом. Такая вот кровать. Большая, высокая. Офигенная кровать просто вообще. Нам будет удобно? Очень. Телевизор. Жаль, у нас мало времени, один вечер всего лишь в этой квартире провести. Диванчик удобный, стол. Жалюзи почему-то опущены здесь. Я думаю, знаешь почему? Потому что солнечная сторона, наверное, солнце оттуда. И почему-то они непонятно, как их открывать. Да, вот. Ладно, давай дальше. Это не так, как в Германии. В каждой стране по-разному, поэтому разберемся позже. Это холодильник. Да? Это морозилка. Угу. Это Микроволновка, нет? Это микроволновка. Там включаешь и посудомоечная машина. Да ты что? Кофемашина, ладно, смотри. Кофемашина, чайник, тостер. Даже чай есть, смотри. О, А мы везли с собой. Не поскупай. Да. Вискарь мы с собой принесли, как вы знаете. Вилочки, ложечки все. Смотри, сушка для белья. Вот такая вот посуда. Все чистое. Да Куча ты что? посуды, мусор. А еще смотри, какой шикарный балкончик. Только как выйти на него? Ну давай вылезем пока, потом разберемся. О, нас не обманули, друзья. Здесь прекрасный вид на всю французскую сторону. Посмотрите, вот это бонсай, класс. Сент-Луис во всей красе. Посмотри, какой вид офигенный. Отсюда можно было, конечно, и пешочком дочесать. Мы ехали всего лишь 10 минут. Ну, это ехать 10 минут, а чесать, наверное, было бы минут 40, а то и час, да, пешком? Где-то в районе часа. Ну вот у нас неожиданно нарисовался вот такой красивейший стол, смотрите. Со спиртными напитками, с булочками, с сосисками. А это блюдо Лада готовила на камеру вчера. Заходите на канал, на наш канал с рецептами Tasty Moment. И это куриное филе по специальному рецепту, очень мягкое, сочное. И плюс еще я готовила там картошку. В общем, заходите, это будет интересно. Рецепт ужина, шикарного ужина на скорую руку. Особенно в такой красивой Да. квартире. Мы забыли с тобой сказать, сколько стоит эта квартира на сутки. Никогда не угадаете. Франция с вот таким вот видом, с вот таким столом, кровать, кухня, все в кухне есть. Даже ролеты на кнопочках. Сколько бы вы сказали, пишите в комментариях. Плюс я. И плюс еще вот Да. такой вот друг. Представляете? Вот. И Не называй уже, ладно. 78 евро. Да. 50 евро стою я и 28 квартир. Un jour de trop, je voudrais trop écaler les yeux. Et trop demain, je quelle trop écarter les yeux. Et trop demain, je que souffre écaler les yeux. Et trop demain, je que souffre Ладно. écaler les yeux. Я держу дверь. Je te dis de la terre. Все, пока-пока. Je te dis là, c'est trop le temps. Je te dis là, c'est trop le temps.